Мы стремимся к звездам, мечтаем осваивать Луну и терраформировать другие планеты, то есть менять там климат. Но, возможно, для успеха целесообразнее будет сперва обустроить и обезопасить свою родную планету. Чистый воздух, океан, благоприятный климат, здоровая почва и пища – вот настоящее богатство, которое мы имеем и обязаны беречь. Конечно, исследование космоса – это важная и захватывающая задача. Но это не должно быть единственным фокусом человечества в космической индустрии. Вместо того, чтобы думать о бегстве с Земли, неплохо бы сперва подумать о том, как сделать свою планету лучше. Превратим ее в цветущий сад, где будут жить в гармонии люди и природа. Тогда нам не придется бежать, а сможем гордиться своим домом и с уверенностью смотреть в будущее, а наработанные технологии для благоустройства нашей планеты в будущем помогут нам исследовать космос. Борьба с глобальным потеплением при помощи искусственных спутников – это перспективное, но сложное направление климатической инженерии. Некоторые концепции уже рассматриваются. Пока что похожие технологии находятся на стадии исследований и мониторинга за изменением климата. Космические спутники уже следят за ледяными шапками, за океаническими течениями, за парниковыми газами. Изучение климата на планете помогает предсказывать различные изменения и разрабатывать меры противодействия. Теоретически, космические спутники могут отражать солнечный свет в заданных местах на планете, тем самым охлаждать нужные области, возможно, даже превращать очень жаркие площади в плодородные, делая их комфортными для проживания. Специально разработанные спутники могут не только понижать температуру, но и нагревать требуемые участки Земли, влияя на многие процессы. Также специальные спутники смогут нести специальные фильтры, защищая нашу атмосферу и планету от сверхсолнечных вспышек. Смотрите на этом канале «Теория терраформирования планеты Марс при помощи искусственных спутников». В некоторых населенных городах с очень жаркими временами года температура может искусственно понижаться. Спутники тоже должны выйти на новый уровень с улучшенной защитой от радиации и передовыми двигателями для работы на долгую перспективу. Разумеется, все управляемые модели должны быть тщательно продуманы, опробованы в симуляциях и понемногу влиять с последующим изучением. Таким образом, тщательно продуманные модели могут управлять даже ветрами, заранее предупреждать ураганы, направлять в нужные области дожди. О космических наработках мы поговорим отдельно, не забудьте подписаться. Также нам потребуется продуктовая безопасность. Продуктовая безопасность – это гарантия здоровья и благополучия каждого человека. Пока одни технологии стремительно развиваются, предлагая инновационные решения в сфере производства, переработки и хранения продуктов, другие, к сожалению, остаются в тени, не получая должного внимания и инвестиций. Особенно остро это ощущается в области альтернативных источников питания. Разработка полноценных заменителей привычной пищи. Это не просто научная фантастика, а реальная возможность обеспечить человечество страховкой в сфере продовольственной безопасности в будущем. Ведь такие продукты могут не подвергаться болезням, они могут выращиваться в изолированной среде даже при искусственном освещении, используя другие источники получения энергии. Такие продукты могут стать недорогими, быстро наращиваться в производстве и консервироваться разными способами. Не нужно забывать, что это не замена привычной пищи, а дополнительные, полезные продукты, разработки которых могут оказаться очень полезны и могут потребоваться для будущих достижений в космической сфере. Альтернативных заменителей пищи может быть множество, и они могут применяться с пользой. Сейчас мы рассмотрим лишь простые водоросли. Водоросли могут быть богатые белком, витаминами и микроэлементами. Достаточно вывести несколько видов водорослей, дополняющих друг друга по питательной ценности. И это может стать революцией в пищевой индустрии. Человек часто потребляет несбалансированную пищу. Одних элементов
может быть в избытке, а других может не хватать, что может неположительно отражаться на организме. Подобные, причем природные заменители привычной пищи, могут принести пользу. Причем, возможно научиться выращивать водоросли, обладающие определенными качествами, наделенные определенными полезными свойствами для человеческого организма. Для похудения, для физических нагрузок и прочее. Также возможно добавлять и различные вкусовые качества. Уже известно, что некоторые виды водорослей могут расти в чистой воде с минимальным содержанием элементов. Используя для роста мало элементов, используя энергию Солнца, хотя элементов на планете предостаточно, также они могут потреблять углекислый газ. Водоросли могут обладать фотосинтетической активностью, использовать свет для синтеза органических веществ, углеводов, липидов, белков. Белок может содержать полный аминокислотный состав, важный для человека. Мы не будем перечислять уже известные науке водоросли с похожими характеристиками, но это уже не фантастика. Однако, для реализации этих перспективных направлений необходимо серьезное научное исследование, технологические разработки, инвестиции, государственная поддержка. Еще важный момент для будущего цивилизации – это очистка стоков, выбросов, очистка природной воды и опреснение. Вода – это источник жизни в нашем понимании на планете, и доступ к чистой, безопасной воде является фундаментальным правом каждого человека. Однако в условиях роста населения, индустриализации и изменения климата водные ресурсы становятся все более дефицитными и загрязненными. В этой связи очистка и опреснение воды приобретают первостепенное значение для будущего человечества. Загрязнение воды промышленными отходами, сельскохозяйственными удобрениями и бытовыми стоками приводит к ухудшению качества воды в реках, озерах и даже в подземных источниках. Это создает серьезные риски для здоровья человека, экосистем и экономики. В регионах с ограниченными запасами пресной воды опреснение становится важным решением для обеспечения населения и промышленности водой. Опреснение – это процесс удаления солей и других минералов из воды, делая ее пригодной для питья, для использования в сельском хозяйстве и прочее. Существуют различные технологии опреснения, включая дистилляцию. Инвестиции в развитие данной области, внедрение передовых технологий важно необходимы. Очистка и опреснение воды важны не только для устойчивого управления водными ресурсами, это и развитие экономики. Задача для будущего цивилизации – не просто развивать технологии очистки воды, но и предотвращать загрязнение, полностью управлять водными ресурсами. Последствия ядерной войны являются еще одним препятствием для развития цивилизации. Ядерная война – это апокалиптический сценарий, который, к счастью, пока остается в области теории. Однако, даже теоретическое рассмотрение ее последствий заставляет содрогнуться. Масштаб разрушений, человеческих жертв и изменения окружающей среды будет настолько велик, что привычный мир перестанет существовать. Первым и наиболее очевидным последствием станут мгновенные разрушения, вызванные взрывами. Города, оказавшиеся в эпицентре, будут стерты с лица земли. Огромные пожары, вызванные тепловым излучением и ударной волной, охватят целые регионы. Счет жертв пойдет на десятки, а возможно и сотни миллионов человек. Но это только начало. Радиоактивное заражение местности станет не менее серьезной проблемой. Радиоактивные осадки, распространяемые ветром, загрязнят обширные территории, сделав их непригодными для жизни на долгие годы. Люди, пережившие взрывы, будут умирать от лучевой болезни. Сельское хозяйство окажется невозможным, что приведет к массовому голоду. Экономика рухнет. Международная торговля прекратится. Социальные структуры будут разрушены. Начнутся войны за ресурсы, оставшиеся пригодными для жизни. Человечество отбросит назад в развитии на столетия.
Но даже это не все. Ученые говорят о наступлении так называемой ядерной зимы. Огромное количество дыма и пыли, поднятых в атмосферу пожарами, закроет Солнце, что приведет к резкому падению температуры на всей планете. Сельское хозяйство станет невозможным даже в тех регионах, которые не подверглись прямому воздействию взрывов. Выживание в таких условиях станет невероятно сложной задачей. Те, кому посчастливится пережить первые месяцы и годы после ядерной войны, столкнутся с голодом, болезнями, насилием и отчаянием. Будущее человечества окажется под вопросом. Ядерный взрыв колоссальной мощности, гипотетически способный снести Землю с орбиты, это сценарий, выходящий далеко за рамки обычных расчетов последствий применения ядерного оружия. Представим себе не просто взрыв огромного количества ядерных боеголовок, а единовременную детонацию заряда, по своей энергии превосходящего все, что когда-либо создавалось человечеством. Первым следствием станет мгновенное испарение всего живого в радиусе сотен километров от эпицентра. Ударная волна, многократно превышающая по силе любое землетрясение, обогнет планету, стирая с лица Земли города и горы. Огненный шар, достигающий размеров нескольких километров, вызовет глобальные пожары, охватывающие континенты. Однако, самый страшный удар придется по гравитационному равновесию планеты. Столь мощный взрыв создаст импульс, достаточный для изменения траектории Земли вокруг Солнца. Орбита станет нестабильной, что повлечет за собой непредсказуемые климатические изменения, увеличение частоты и силы землетрясений и извержений вулканов. Даже если планета не будет мгновенно уничтожена, человечество и большая часть живых организмов обречены на вымирание. Изменение климата, радиационное заражение, разрушение экосистем сделают Землю непригодной для жизни. Выжившие будут бороться за существование в апокалиптических условиях, лишенные надежды на будущее. Этот сценарий, к счастью, находится за гранью реальности. Но он служит суровым напоминанием о разрушительной силе ядерного оружия и необходимости стремиться к миру без него. Супервулканы тоже представляют серьезную угрозу для человечества. Ученые владеют некоторыми инструментами наблюдений за сейсмоактивностью. Теоретики рассматривают методы предотвращения такой угрозы даже при помощи бурений скважин. Супервулканы, в отличие от своих обычных собратьев, не извергаются живописными потоками лавы и взрывами. Их пробуждение – это кошмар планетарного масштаба. Когда давление в недрах достигает критической отметки, происходит взрыв чудовищной силы, превосходящий все известные вулканические извержения в истории человечества. Первым и самым непосредственным последствием может являться выброс огромного количества пепла и газов в атмосферу. Представьте, этот пепел, устремляясь в стратосферу, огибает планету, блокируя солнечный свет. Так наступает вулканическая зима. Резкое глобальное похолодание может длиться годами. Некоторые источники указывают на десятилетия. Урожай гибнет, продовольственные цепочки рушатся. Голод становится обыденностью. Но это лишь начало. Сернистый газ, выбрасываемый в атмосферу, превращается в кислотные дожди, отравляющие почвы и водоемы. Растения гибнут, а пепел покрывает остатки от солнечного света. Изменение климата может повлиять на океанические течения, приводя к непредсказуемым погодным аномалиям. Кроме того, извержение супервулкана способно спровоцировать землетрясения и цунами, еще более усугубляющие разрушения. В долгосрочной перспективе последствия супервулканических извержений могут изменить ход истории цивилизации. Многие будут вынуждены мигрировать, вступая в конфликты за остатки ресурсов. Технологический прогресс замедлится, а главным приоритетом станет просто выжить. Супервулканы – это не просто геологические феномены, это потенциальные убийцы цивилизаций. Ученые умы обязаны разработать планы по борьбе с возможной проблемой. К
Кстати, солнечные батареи станут неэффективны. Поэтому полный отказ от привычных источников энергии однажды может погубить поверивших в эту идею. Цивилизация должна быть готова и к метеоритным угрозам. Катастрофические столкновения с небесными телами, хотя и редки, несут в себе потенциал уничтожения, сопоставимый с самыми масштабными природными катаклизмами или даже ядерной войной. История Земли хранит в себе следы множества таких событий, и хотя современные системы наблюдения позволяют отслеживать траектории крупных астероидов, вероятность появления гостя издалека все еще существует. Поэтому, помимо развития технологий раннего обнаружения, необходимо сосредоточить усилия на разработке методов активного воздействия на космические объекты. Речь идет о создании технологий, позволяющих изменять траекторию астероидов, отклоняя их от курса столкновения с Землей. Эти технологии могут варьироваться от использования подрывов до более сложных и наукоемких подходов, таких как лазерные системы. В конечном счете, защита от астероидной угрозы – это вопрос выживания цивилизации. Инвестиции в научные исследования, разработку технологий и международное сотрудничество в этой области являются не просто желательными, а жизненно необходимыми. Только объединив усилия всего человечества, мы сможем обеспечить безопасность нашей планеты и будущих поколений от этой потенциально смертельной опасности. Цивилизация должна быть готова и к угрозам пандемий. История человечества – это непрекращающаяся борьба с невидимыми врагами, вирусами и бактериями, способными в мгновение ока перечеркнуть все достижения науки и прогресса. Пандемии, такие как чума в средние века или испанский грипп в начале XX века, оставили неизгладимый след в мировой истории, унеся миллионы жизней и изменив ход развития общества. В 21 веке, в эпоху глобализации кучных городов и стремительного развития транспорта, угроза пандемий стала еще более актуальной. Возникновение новых, устойчивых к лекарствам штаммов вирусов, быстрое распространение инфекций по всему миру и социальные факторы, такие как перенаселение и антисанитария, делают нас особенно уязвимыми. Поэтому готовность к пандемиям – это не просто вопрос здравоохранения, это вопрос национальной безопасности и выживания цивилизации. Для этого нужно развивать медицину в буквальном смысле. Эпидемиологию, вирусологию, иммунологию, генетику, биоинформатику и медицинскую антропологию. Также необходимо создать эффективные механизмы для выявления новых угроз и оперативного реагирования на них. Искусственный интеллект – это машина, превосходящая наши возможности. Это тоже требует особого внимания, чтобы он не смог навредить человечеству. Возможно, потребуется необходимость разработки этических рамок и механизмов контроля за ИИ, ведь ИИ, по сути, является инструментом, и как любой инструмент, он может быть использован как во благо, так и во вред. Хотя, все может поменяться уже в ближайшем будущем, ведь технологии не стоят на месте. И превосходящая интеллектом нас машина может стать другой. Главное, чтобы ИИ служил человечеству, а не наоборот, но это уже другая история. Перспективы, открывающиеся с развитием ИИ, безграничны. Это и борьба с коррупцией. Это и новые методы лечения болезней, и автоматизация рутинных задач, освобождающая человека от лишней работы для творчества и саморазвития. Это и оптимизация использования ресурсов, ведущая к устойчивому развитию. При помощи искусственного интеллекта может возникнуть возможность задействовать каждого человека на благо развития цивилизации и облегчить труд с уменьшением обязательных трудовых часов. Однако, польза может оказаться не всем приятной с потерей рабочих мест из-за автоматизации, где вместо сокращения рабочих дней будет расти безработица и нищета. Это при условии предвзятости алгоритмов владельцев этих машин. Также и опасен для человечества, если и начнут применять в военных целях. Поэтому так важно уже сейчас, на этапе активного развития, и разрабатывать стандарты безопасности.
проводить открытые дискуссии о его влиянии на общество. И самое главное, воспитывать в разработчиках и пользователях и чувство ответственности. Нельзя допустить, чтобы погоня за прибылью или технологическим превосходством затмила гуманистические принципы. Возможно, потребуется и служба контроля за продуктами и сменяющимися общественными деятелями. Только тогда мы сможем в полной мере воспользоваться его преимуществами, минимизируя риски. Возможно, все это должны регулировать определенные организации, тогда человек без достатка и работы точно не останется. Сегодня мы немало обсудили. Но, конечно, это не все, а чтобы появилась возможность реализовать подобные планы, понадобятся огромные усилия в сфере доступного образования для всех, начиная с воспитания в детских садиках. Тогда и распахнутся пред человечеством врата Вселенной. Продолжение следует.